Этот плед детский размером 90 на 1,20 м в длину, в ширину 90, связан путанкой, только через ряд. Путанка через ряд. По краям плед вывязывается платочной вязкой. То есть со всех сторон идет платочная вязка. В начале, по бокам и в конце. А сам он вывязывается путанкой через ряд. Также по желанию можно к пледу пришить подклад в виде любой ткани, мягкой, фланелевой, трикотаж можно пришить, хлопчатобумажную ткань. Для работы я взяла пряжу, в состав которой входит шерсть и акрил, 25% шерсти и 75% акрила. И вяжу на спицах 3,5. Сейчас я покажу, как принцип вывязывания пледа на маленьком образце. То есть, чтобы не показывать все 190 петель, я покажу на маленьком образце. Для образца я наберу 35 петель, а для самого пледа я наберу 192 петли. Это я набрала 35 петель для образца. На нем я покажу просто принцип вывязывания пледа, то есть как края вяжутся и как сам узор выглядит. Начало пледа вывязывается платочной вязкой, то есть все ряды лицевые. Первый ряд лицевые петли все. Первый ряд лицевой провязали, поворачиваем вязание и тоже вяжем второй ряд, также лицевой. И всего нам нужно будет провязать платочной вязкой 18 рядов, то есть все ряды лицевые. И изнаночные, и лицевые вяжутся лицевыми петлями. 18 рядов. Я провязала 18 рядов, то есть у меня получилось 9 вот таких волн. 9 волн. А по бокам это соответствует 9 петлям. То есть из боков я отмечаю 9 петель и буду их вывязывать только платочные. То есть все ряды будут лицевые. С двух сторон по бокам. Вот у меня на пледе как это выглядит. 18 рядов в начале, 9 волн платочной вязки и по 9 платочной вязки, по 9 петель с краев. Сам плед вывязывается путанкой через ряд. Как раз сейчас путанку через ряд я и покажу на маленьком образце. Теперь первая кромочная снимается и вяжем 9 лицевых петель. Это будет у нас боковые 9 платочных петель. Провязали 9, с кромочной 10. Первая не провязывается. Со второго края также будет у нас 9 лицевых плюс кромочная. Дальше мы вяжем сам узор. Вяжем путанку. Одна изнаночная, одна лицевая попеременно. То есть чередуем одну лицевую, одну изнаночную.
одну лицевую, одну изнаночную, и так до нужной нам длины на пледе. А на образце я до платочной вязки вяжу, не доходя 10 петель до края. Отсчитываем с краю, чтобы не ошибиться. 1 кромочная и 9 петель я вяжу лицевыми. Они будут всегда лицевые и в изнаночном, и в лицевом ряду. Это будут края пледа. И последняя кромочная, 10-я. Разворачиваем вязание. Снова вяжем, не забываем, что край только платочные, то есть лицевые петли в высоту идут. Первую кромочную снимаем, 9 лицевых. Девять лицевых провязали. Вот это край пледа. Так будет выглядеть. Дальше мы вяжем весь ряд изнаночный. Все петли мы вяжем изнаночные по изнанке. И таким образом получается узор у нас состоит из 2 рядов. Только в следующем мы будем путанку со смещением вязать. Изнаночный ряд, все петли изнаночные до платочного края, не доходя 10 петель. Отсчитываем 10 петель. Теперь узор заканчивается и вяжется все петли лицевые и вместе с кромочной. Поворачиваем вязание. Снова вяжем все петли крайние 9 платочной вязкой, то есть лицевой. Первая кромочная снимается и 9 лицевых петель. Девять петель провязали. А теперь мы будем, это край у нас так выглядит. А теперь путанка вяжется только там, где была изнаночная, мы вяжем лицевой, а где была лицевая, там вяжем изнаночной. То есть лицевая, изнаночная. Чередуем петли только со смещением. Там, где была в первом ряду у нас лицевая, мы вяжем изнаночную, а где была изнаночная, вяжем лицевую. Получается путанка, только один ряд изнаночный мы вяжем просто изнаночный. И также отсчитываем 9 и 10 кромочная крайних петель. Они у нас всегда вяжутся лицевой. Край вяжем 9 петель лицевых и 1 кромочная. Итак, у нас получается центр пледа у нас вывязывается узором путанка, а края платочной вязкой. Снова поворачиваем наизнанку. Первая кромочная снимается, 9 лицевых вяжутся. Девять лицевых провязали, а далее вяжем все петли только изнаночными. Это у нас изнаночная сторона. Все петли изнаночные до платочного края, не доходя до края 10 петель.
весь ряд изнаночный. Поворачиваем наше вязание на лицевую сторону, и практически узор уже просматривается. По краям у нас платочная вязка, плед обвязан, и получается путанка через ряд. И так это выглядит на большом полотне. Сейчас я покажу то же самое, как вяжется лицевой ряд. Так выглядит изнанка на большом вывязанном уже полотне, а это лицо нашего пледа. Теперь то же самое вяжем на большом уже полотне. Первая кромочная снимается, 9 платочных лицевых. Провязали 9 лицевых и 1 кромочная. Дальше вяжем путанку, чередуем. Там, где была у нас изнаночная, вяжем лицевой, а там, где была лицевая, изнаночная. То есть путанка смещается, чередование петель смещается. То есть обычная путанка, только через один изнаночный ряд. И так мы вяжем до края платочного, до левого платочного края. Узором путанка, далее лицевые петли, 9 петель и плюс кромочная. И так выглядит лицо нашего пледа, лицевая сторона. Путанки через один ряд. Чтобы закончить плед, мы также вывязываем 18 рядов платочной вязки. И получается 9 волн. То есть так же, как и в начале пледа, 18 рядов. И потом мы закрываем все петли. Способ закрытия петель есть также в предыдущих уроках. Можно это найти. Остатки от рабочей нити мы заправим при помощи крючка. Сначала мы протянем эту нить по краю нашего вязания. По одному из краев вот я пройдусь крючком, протяну нить. Еще немножечко протянем по краю. А теперь мы протянем нить по изнаночной стороне. Это у нас лицо, а по изнаночной стороне я протяну нить вглубь пледа.
также ровно протягиваем нить. Рисунок при этом практически не нарушается, даже если не будет подкладки на пледе. В моем случае я буду пришивать еще и подклад. Теперь нить можно будет протянуть последний раз и отрезать. То же самое мы проделываем и с другим остатком от рабочей нити. При помощи крючка то же самое проделываем. Так выглядит у нас готовый плед. Это изнаночная сторона, это лицо пледа. По краям у нас платочная вязка со всех сторон. В конце тоже платочная вязка. По желанию можно пришить подклад, как я уже сказала, из любой ткани мягкой. Я выбрала хлопчатобумажную ткань. Заранее я подвернула края на одинаковую длину и прострочила двойной строчкой, чтобы было легче пришивать. Сразу уже обработала ткань. Соответственно, размеры нужно сразу будет рассчитывать. И приложив подкладку, я сначала приметала, а потом можно пристрочить, можно пришить вручную или при помощи машинки. Можно отступить от края. Я пришила в край, прям в край, чтобы плед был с этой стороны чисто хлопчатобумажный. Это уже при помощи машинки я пришила ткань к пледу. Так выглядит готовый плед.